Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам продемонстрирую, как можно без root прав и разблокировки загрузчика улучшить свое устройство. И это не только лишь там, что мы устанавливаем стоковые приложения, а мы открываем скрытые разделы, убираем серую шторку и добавляем третий стиль объектов в недавних. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у меня подопытным сегодня выступает не флагман, не предфлагман, а Redmi Note 14. Яркий представитель такой категории смартфонов, у которых при опускании шторки она получается серая. Если мы с вами зайдем в настройки того же, допустим, экрана, тут у нас, конечно же, нет никаких улучшенных текстур. И если мы также еще с вами зайдем, допустим, в раздел персонализацию, выберем, получается, стиль экрана блокировки, выберем вот самый первый стиль, и тут нажмем на часы, то никакой дополнительной такой опции в плане редактирования мы не получаем. И вы как бы-то запомните, что мы с вами, в принципе, на сейчас имеем. То есть вот такой вид всех этих вот редактирований и такой вид часов. Ну и, соответственно, третий стиль объектов в недавних многие пользователи хотят себе поставить. Хоть у меня он есть там со штабелированием, как бы-то оно в самих настройках он не отображается. И это видео поможет вам раскачать свое устройство. Ну а теперь давайте идти по порядку. Первое, что вам потребуется, соответственно, сам смартфон и немножечко свободного времени. Далее, мы с вами долго нажимаем на версию операционной системы до тех пор, пока не вылезет, что мы с вами стали разработчиками. Отлично, возвращаемся назад, открываем расширенные настройки, далее опускаемся чуть ниже и нажимаем для разработчиков. После чего очень внимательно смотрите, вам необходимо выдать все вот эти отладки, то есть по ADB, потом отладка по USB настройки безопасности, установка через USB и отладка по USB. Если хоть что-то из этого у вас не будет активировано, соответственно, результата вы никакого не получите. И, конечно же, с чем мы еще с вами будем взаимодействовать, это отладка по Wi-Fi. Но сейчас к этому мы с вами еще придем. Давайте для чистоты эксперимента я это сейчас переактивирую. Далее, смотрите, я выхожу в недавнее, нажимаю на разделение экрана, и, соответственно, также еще приложение Brevent нам с вами потребуется. Вы его можете скачать что в Play Market, что вы его можете выкачать там еще в других каких-либо источниках. Дальше, смотрите, у вас должно быть параллельно открыто приложение Brevent и, соответственно, отладка по Wi-Fi. Далее, смотрите, мы нажимаем подключить устройство с помощью кода подключения. И вот здесь у вас сам Brevent автоматом улавливает нижний код. И, соответственно, в шестизначный код мы с вами должны ввести вот эту комбинацию цифр. В моем случае это 425-410. Как только вы ввели, нажимаем на беспроводное сопряжение. Происходит запуск сервера Brevent, и у многих на этом моменте сразу начинаются какие-то моменты, нюансы, что-то начинает вылетать, что-то там как-то начинает неправильно работать и тому подобное. Как только у вас все сразу соединилось, мы можем вот эту фишку как бы-то закрыть, а к самому приложению Brevent можем полноценно вернуться. Далее, смотрите, вверху у нас есть три такие полоски, на которые мы с вами нажимаем, и здесь есть выполнение команд. И после чего нажимаем ОК. Все. То есть я вам сейчас показываю, как оно должно выглядеть в полноценном рабочем формате, потому что у многих там вылезают ошибки, еще что-то лезет, потому что не полностью выданы те самые разрешения по ADB. Вы еще можете как бы-то дополнительно зайти в настройки этого приложения, и там есть такая опция, как разрешить там специальные возможности или какие-то там еще опции, там как-то была такая команда или такой опциончик, но это активировать не надо, вам будет достаточно сделать то, что я вам только что показал. Дальше смотрите, для того, чтобы все полноценно у вас заработало, там и лаунчеры и прочее, это, кстати, вся тема характерна что для планшетов, что для смартфонов Poco, Redmi, ну и, конечно же, Xiaomi. Вам необходимо скачать последние версии приложений под названием лаунчеры. Это системная оболочка и это Poco Launcher. Все актуальные версии и также оригинал этой инструкции будет в описании под этим видеороликом в моем телеграм-канале. Далее вас в описании будет ожидать ссылка, которая перекинет вот на этот пост. Рекомендую с ним очень так хорошо ознакомиться, потому что тут есть некоторые моменты и нюансы. В частности, если мы нажимаем с вами вот сюда на открытие спойлера, здесь будет та самая команда, которую нам с вами необходимо будет ввести. Мы, смотрите, нажимаем на пост и далее выделяем все то, что у нас с вами
черным выделено. И нажимаем копировать. Это команда, которая вам активирует все то, что я вам рассказал, ну и, соответственно, в процессе этого видеоролика я вам продемонстрирую. Если же вам не понравится все то, что у вас будет, если устройство будет лагать, да, сразу говорю, что устройство может и будет лагать, если оно там но 14, там но 13 или еще что-то, как бы и вам может это не понравиться, то, конечно, вы можете откатиться, опять же, скопировав вот такую комбинацию и проделать все те же действия, что я вам и сейчас продемонстрирую. Так вот, мы с вами скопировали команду и обратно возвращаемся в приложение Brevent выполнения команд. И сюда мы смело нажимаем «Вставить все то, что скопировали». Не стоит там как-то задумываться, что я вставляю, не то вставляю. Опять же, я на своем примере это уже проверил. В Телеграме инструкция давно лежит, многие пользователи это попробовали. Устройство не блокируется, не кирпичится, не еще что-то, кто бы вам там что не рассказывал. И дальше нажимаю на Enter. Далее смотрите, если у вас то, что и у меня сейчас изображено, то есть там сначала false и в конце true, это означает, что мы все действия проделали правильно. Далее, что мы с вами выполняем, перезапускаем устройство. И опять же, смотрите, на сейчас у нас шторка серая. Дальше я перезапускаю устройство и дожидаюсь, когда же мы с вами получим заветный результат. Как я вам сказал изначально, что все эти действия без root прав, без разблокировок загрузчика, и это очень хорошо. Вообще, что мы этими действиями сделали? Мы немного подшаманили на уровне видеоядра, подшаманили на уровне системных файлов, именно с теми разделами, которые, ну, грубо говоря, были скрыты для бюджетного устройства, ну или же для среднебюджетника. На некоторых аппаратах, которые более дорогие, также нет, допустим, тех же улучшенных текстур, нет того же штабилирования, и вы с помощью, опять же, всех этих комбинаций и команд, которые я вам показал, это все можете активировать. Дожидаемся, пока у нас загрузится устройство. И да, кстати, помню первый раз, когда я ввел эту команду, у меня устройство не очень-то быстро хотело запускаться. Хотя, ну, всегда оно как-то более быстрее думает, ну и так далее. Ну и что же, давайте пробовать и смотреть. Прыгнули мы с вами на рабочий стол, опускаем шторку. Да, конечно, сейчас пролагается. И вуаля, смотрите, шторка у нас стала прозрачной. То есть нет никаких тем, нет никаких там костылей, чтобы МТЗ-темы ставить, которые потом еще в перспективе будут слетать. То есть вот, пожалуйста, серая шторка. Но опять же, это еще не все. Я вам еще показывал в разделе «Экран», что у нас там есть такая тема. Да, как я уже говорил ранее, устройство будет подлагивать, и опять же, для этих всех действий это нормальная история. Улучшенные текстуры у меня появляются. И что еще я вам показывал? Конечно же, персонализация. Вы запомнили. Ну или же можете отмотать сейчас, посмотреть, в каком формате, в стиле экрана блокировки у нас были в плане редактирования. Нажимаем «Настроить». Далее мы с вами выбираем часы. И после чего в шрифтах нам вылезает, смотрите, эффекты. Сплошное смещение, ну и так далее. То есть вот этих эффектов по умолчанию на бюджетном устройстве нет. Да, как я сказал, оно будет лагать, но тем, кто хочет попробовать, как говорится, почему бы и нет. И теперь рабочий стол, самое интересное. Опускаемся, расположение объектов недавних. Пожалуйста, есть у нас с вами расположение как штабилирование. То есть вам теперь не придется там думать и гадать, что слетит у вас оно, не слетит после очередного обновления. Вот, пожалуйста, в настройках все есть, и вы можете этим пользоваться. Так что, друзья, все работает, все прекрасно заводится. Вот штабилирование, пожалуйста, вам демонстрирую. И вот так вы можете улучшить свое среднебюджетное устройство. По откату я вам рассказал, делаете все то же самое, как с активацией, только деактивацию и вторую команду, которая в конце того поста. Как и обычно, актуальные версии стоковых приложений найдете в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.